Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Вау, какое богатство! Это ведь настоящий американский хлопок. Кто-то сказал: фи, дешевая китайская подделка. Может быть. Но настоящая рукодельница – это, наверное, уже диагноз на всю голову. Остались обрезки и карманы от джинсов. Насмотрелась я на талантливых мастериц и решила: сарынь на кичку, поле я стичь в конце концов, или как? Для основы приготовим кусок плотной ткани, вырежем ее полукругом и сразу же возьмем кусок синтепона. Для начала синтепон закрепим на основе, лучше всего просто прошить крупными стежками. Для удобства работы первым делом обработаем края заготовки джинсовыми кусками, так, чтобы с изнаночной стороны, которая будет прилегать к полу, была двойная подгибка. Конечно, лучше пришить иголкой с ниткой, но я просто заколю иголочками. Сейчас мода на рваные майки. Раньше была мода на рваные джинсы. Но когда же будет мода на рваные носки? Так мы обрабатываем все края. Потом просто прошьем их на швейной машинке. У нас будет очень аккуратный и красивый край изделия. Шить будем несколько слоев джинсы, поэтому сразу же поставьте толстую крепкую иголку. Лучше взять номером 100. Шейте не торопясь, аккуратно. И помните, что это всего лишь коврик. После того, как обработали края, приступаем к оформлению лицевой части. Просто укладываем кусочки джинсы. Главное, следите за тем, чтобы не было очень толстых швов и соединений. Все джинсы разного цвета. Будем использовать эту особенность. Все красивые потертости, декоративные швы, металлические детали, нашлепки – все это будет элементом декора. Мужчина покупает новые джинсы, потому что старые порвались, а женщина покупает новое платье, потому что в большом и темном мире, полном страхов и тревог, она чувствует немножечко больше света, гармонии и счастья. Таким образом выкладываем первый слой ткани. Ну а для того, чтобы было удобно работать с этой заготовкой, тщательно закрепим все слои специальными булавками для квилтинга. После того, как все закрепили, можно приступать к дальнейшей работе. Прошьем все на машинке. Чтобы полотно лежало ровно, на одной плоскости с игольной пластиной воспользуемся специальным приставным столиком. Наша задача – закрепить все слои, хорошенько прошить коврик во всех направлениях. Не обязательно, чтобы сохранился функционал карманов. А теперь закроем оставшееся пустое пространство. Сами понимаете, если укладывать и пришивать сразу все кусочки, замучаетесь их поправлять. И сложно будет прошить толстые слои джинсовой ткани. А здесь работа идет потихоньку, не торопясь. Если сразу продумать всю технологию работы, потом не бывает неприятных сюрпризов. Тараканы в голове есть у всех. Просто у одних они одомашненные, а у других дикие и бойцовые. А я в своих мастер-классах очень подробно все рассказываю и показываю. Знаю, что опытным мастерицам кажется это лишним. Они и так все знают. Но новичкам и начинающим рукодельницам такие тонкости могут быть очень полезными. Самое простое – даже подсмотреть, как мастер держит руки при работе за швейной машинкой. Ведь есть много секретов, которые приобретаются только с опытом. И у каждой рукодельницы могут быть свои приемы. Получился у меня коврик. Просто коврик.
Шила я его для лоджии, у дверей стелить, или для туалета, или ванной. Но у меня на него уже много желающих. Все мальчишки, которые носят джинсы, дружно сказали, что они всю жизнь просто мечтают просыпаться утром и вставать босыми ногами на такой восхитительный джинсовый коврик. Эх, слабое мое сердце, материнское, что только не сделаешь. Пойду искать по свету очередные рваные джинсы. А вы подписывайтесь на канал, ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!